Сегодня на обзоре вот такая вот Wi-Fi Smart IP камера с AliExpress за $26. Наружная камера, которая стоит 26 баксов и работает по Wi-Fi с картинкой 1080p. Подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Поехали к обзору. Камера шла мне почти 3 месяца. Вот так, в такой вот коробочке она приходит. Перед этим я заказывал уже камеру у этого же продавца, и она пришла гораздо быстрее. Пусть это будет месяц даже, но не 3 месяца. Мне ни одна посылка с AliExpress не шла, как вот эта вот камера. Это достаточно долго. Что же сказать по коробке? Сейчас вместе ее откроем, потому что я еще ее не распаковывал, только получил. Здесь описание, также QR-код для приложения iSys, с которого она работает. Кстати говоря, у меня стоит такая же камера, и это приложение, которое я использую, вот оно, это приложение, оно работает достаточно хорошо, проблем нет. Камера стоит уже около 2 месяцев на улице в условиях и мороза, и дождя, и даже грозы, и вполне себе нормально показывает. Здесь характеристики данной камеры. Чем она примечательна? Wi-Fi антенны. Она примечательна тем, что здесь вот есть светодиоды как инфракрасные, так и обычные светодиоды, которые светят белым светом. То есть в темноте он работает еще как прожектор. Вы включили его на движение, камера видит объект меняющийся, там, например, в кадре что-то меняется, включает подсветку. Как правило, работает на людей достаточно хорошо, но есть срабатывание, скажем так, ложное. Так же, как и отслеживание, автоматическое отслеживание в кадре картинки, когда она сама должна вращаться за движущимся объектом. Есть проблема с этим, потому что она и веточки, и капли дождя, все это улавливает и крутится постоянно, причем потом зависает и просто тупо становится вниз, и все. И та же история и с прожектором светодиодным, который здесь стоит. Он здесь срабатывает не всегда, когда человек появляется в кадре, не всегда он срабатывает. Давайте будем откровенны. Значит, что мы здесь имеем? Камера с двухсторонней связью. То есть вот тут стоит микрофончик, с этой стороны динамик. Орет она достаточно громко, если что-то сказать, услышит, наверное, вся округа. А здесь же под резиночкой расположен разъем для карты памяти. И здесь же есть кнопочка Reset. Подключается она как по Wi-Fi, так и через LAN-порт. LAN-порт будет, наверное, более надежный способ. Здесь также питание и блок питания, забегая наперед, хочу сказать, идет в комплекте. Поворачивается она, наверное, где-то градусов на 320. По большому счету, я вам с опыта со своего скажу, что этого достаточно. Сейчас подключим ее, потестируем, погоняем. В комплекте есть инструкция. Инструкция, как установить приложение, и также как изначально провести настройку этой камеры. Но видео по таким камерам у меня уже есть на канале, как на этом, так и на втором канале, поэтому посмотрите, там есть полная настройка подключения к Wi-Fi данных камер и настройка работы с приложением iSys. В комплекте также есть блок питания, что также хорошо, вот такой формы. И не совсем понятно, для кого сделаны вот эти короткие провода. Понятное дело, что придется здесь удлинять все. Но удобный крючочек для того, чтобы его прикрепить. Значит, по параметрам это 2-амперник, 12-вольтовый блок питания, 2 ампера. Итак, что же мы получаем в данной посылочке? Саморезы для крепежа. Вот такой вот блок питания. 2-амперный, 12-вольтовый, хотя по весу здесь и ампера, наверное, не будет. Непосредственно сама камера. Вот такая вот изолирующая от влаги соединение. Гермобокс такой, скажем так. Инструкция по подключению, она на английском языке, но в принципе, если вам нужно будет, все подключения, все манипуляции по настройке этой камеры у меня есть на канале. Посмотрите обзор на данную камеру, на подобную, точнее, камеру. И также на камеры, которые приходили мне уже с AliExpress. Там все абсолютно одинаково. Обещано здесь разрешение 1080p. Здесь видим микрофон. Здесь, возможно, динамик, хотя динамик есть и с этой стороны, для того, чтобы здесь есть, кстати, двухсторонняя аудиосвязь, для того, чтобы слышать звук и что-то сказать в ответ.
датчик освещенности. Желтые светодиоды светят обычным светом, а вот эти вот 4 светодиода это инфракрасные. То есть это у нас белое освещение, это инфракрасные светодиоды, которые будут освещать в темноте. Здесь разъем под карту памяти и кнопочка сброса под вот такой вот резиновой заглушечкой. Вот там находится кнопка сброса и разъем под карту памяти. 32 гига я ставил, работает без проблем, хватает ее где-то на 2 недели. Примерно с записью 1080, которую здесь дает эта камера. Давайте ее подключим, и я покажу, как это работает. Значит, у меня уже стоит здесь приложение, вот такое вот приложение. Здесь куча рекламы в последнее время. Есть несколько камер, которые у меня подключены. В частности, вот такая же камера стоит. Поворачивается она вот такими вот движениями. Можно повернуть, поднять, опустить. Также есть, если зажать, можно сказать что-нибудь в микрофон, звук включить вот этой кнопочкой. И также ее отключить. Можно поменять разрешение, если вы просматриваете с телефона, можно поставить SD разрешение, чтобы трафик не так потреблялся. Можно построить круиз-контроль, камера будет автоматически ходить по заданному маршруту, но это произойдет всего лишь один раз. Вот такие вот точки здесь. То есть она поедет на одну точку, потом на вторую. Для чего это сделано, непонятно, потому что автоматически выставить вот такой вот круиз, чтобы она так постоянно ходила с одной стороны в другую, не получается. Она потом просто-напросто, вот даже если начать тур, просто-напросто становится в одном положении и все, и больше ничего не происходит. Здесь можно поставить разрешение. Вот здесь включаются режимы. Если цветной, значит включится подсветка. Черно-белый подсветка, в смысле будет включен светодиод обычного освещения. Двойной — это когда включается подсветка, свет по движению. То есть будет чувствительность установлена, и вы при попадании в кадр вот этой вот камеры будете фиксироваться и будет включаться освещение. Это, кстати, тоже работает не очень хорошо, поэтому, к сожалению, вот так. Можно управлять вот таким вот джойстиком, можно поставить автотрекинг, отслеживание человека в кадре, но опять же, повторюсь, работает не очень хорошо, потому что за каждой веточкой, за каждой капелькой он будет крутиться, и все это будет работать с ошибками. Ну и здесь, соответственно, разговор зажимаем, говорим, пускаем, соответственно, слушаем. Архив записи, можно просмотреть запись видео, также фото. Здесь стоит карта, как я сказал, на 32 гига. Посмотрим, как она записывает. Появляются вот такие вот кусочки. Можно выбрать временной промежуток, к примеру. Здесь отображены красным моменты, когда было какое-то движение на камере. Давайте я вам включу, наверное, ночной режим, как она работает ночью. К примеру, вот так вот. Здесь освещенность есть какая-то. Видим, вот капля, она фиксирует капельки. Но здесь есть освещение, включено освещение. И, соответственно, добавляется свет еще с прожектора освещения. Качество картинки достаточно неплохое. Камера запустилась. И для того, чтобы ее добавить, нам нужно в приложении нажать плюсик и настроить, к примеру, по Wi-Fi. Нажимаем «Настроить по Wi-Fi», проверяем правильность пароля и ждем сигнал. Вот такой вот сигнал от камеры. И следующий сигнал будет «Connector router successfully». Камера полностью подключена, и теперь мы можем ее протестировать с этого приложения, точно так же, как мы делали. Устанавливаем пароль доступа к камере, называем ее как-нибудь и жмем «Сохранить». Отключаем сообщения и уведомления, чтобы она не присылала нам. Вот наша камера, гараж. Пожалуйста. Бесплатный сервис облачного хранилища.
И можно управлять камерой вот таким вот образом. Управляется камера. Включается свет, если черно-белый режим. Включается инфракрасная подсветка. Если двойной режим, то по идее должен срабатывать датчик освещенности. Здесь вот инфракрасные светодиоды. Включим снова цветной. И включается подсветка. Ну, достаточно мощный такой прожектор. Что же сказать, камера достаточно неплохая за свои деньги. Она пойдет, будет работать на дачу где-нибудь или даже поставить где-то в гараже, там, чтобы просматривать территорию. Отличная камера для этих целей за свои деньги. Во, камера пойдет. Есть, конечно же, глюки, но обновление ПО приходит и хоть как-то, но эти все лаги исправляются. Хотя в приложение последнее обновление добавили кучу рекламы, очень стало неудобно им пользоваться. В общем, вот такое вот видео. Подписываемся на канал, ставим лайки, жмем на колокольчик. Пока.